Ну что ж, 16-е обновление вышло. Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. И сегодня будем с вами разговаривать касательно этого многострадального обновления. Поговорим по поводу нововведений, которые были введены в нашу великолепную игру Elite Dangerous. Мы так долго ждали всего этого нового контента. А обо всем подробнее далее. С вас, как стал лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Если вы хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео. А вот теперь поехали. Ну, давайте начнем с классики. Онлайн игры был примерно 1000-1500 человек, 2, там 3600, даже вроде не дошло до 4 во время самого стрима. Но это если верить статистике Steam. Ну да ладно, были проблемы со входом, были вылеты. Вначале было весело, попасть на сервера игры было довольно сложно и чудом, так сказать, пропускало. И в самом начале, конечно же, игра вылетала. Классика. При этом онлайн был, как вы понимаете, не такой уж и большой. Можно сказать, обычный. Ну и, конечно же, авики, которые прыгают по час 20, тоже имелись. Как всегда. Что у нас там было по контенту? Ну давайте-ка зайдем в Галнет, начнем с этого дела. У нас был такой один интересный корабль утерянный. Дидикант, как удобно. Вот, поиск корабля Дидикант принесли результаты 27 июля. Видео по поводу этой истории, конечно же, имеется, ссылочка будет в описании, вылезет подсказочкой, бла-бла-бла-бла-бла. Начнем с этого клиента. Давайте-ка начнем вот с этого дела. Местонахождение сигнала о помощи корабля Дидикант. Не всем это дело приходило, почему не знаю. Имперская разведка определила, что исходящие координаты сигнала о помощи с гигантского корабля Дидикант указывают на систему HIP-19600. Пока точных данных о местоположении или состоянии гигантского корабля нет, император отдал имперскому флоту приказ не вмешиваться напрямую в дела Федерации. Тем не менее, независимые пилоты, которые помогли найти и расшифровать фрагменты сообщения с Дидикант, могут счесть эту информацию важной, поскольку система HIP-19600 находится под контролем торгоидов. Вам следует принять всевозможные меры предосторожности, прежде чем продолжать расследование. Вице-адмирал Амир Рафик, имперский флот. Ну, собственно, нам туда. Так задумано в этом обновлении. По этой, собственно, системе нам нужно будет отправиться на планету 1D. То есть первая планета, 4-й спутник. У него будет находиться тот самый корабль. И не повторяйте моих ошибок, не летайте в систему, где находятся торгоиды на больших кораблях, будь то, не знаю, Type 10, Корвет, Анаконда, потому что они не могут улететь от торгоидов. Да даже, собственно, на катере там скорость там под 500 метров в секунду. Берите, короче, крайт и кайфуйте. Потому что, ну, он быстрый. Ну вот, собственно, о чем я и говорил. Это уже второй перехват во время полета в данной системе. Вот это наша красота. Тут достаточно много чего находится. Не только бортовые журналы. Даже есть грузовые отсеки, которые можно, собственно, взломать дроном-взломщиком, оттуда вывалится груз, но ничего там интересного нету, проверено. А вот что касательно корабельных журналов, тут их аж целых 10, штук. Которые нам расскажут, что же произошло с этим кораблем. При всем уважении, друзья, нету никакого, ни малейшего желания зачитывать вам все это на видео. Или нужно? Если нужно, напишите в комментарии, я это дело сделаю, прикреплю ссылку на видео, почему бы, собственно, нет. Прочитав вы все это дело, естественно, расстроитесь, что, как это ввели с обновлением, ничего интересного, ничего путного, но есть кое-что интересное. Если вы будете слушать данные журналы, в 3 из них будет кое-что интересное в плане звука. Прям очень интересное. Давайте-ка я вам все это дело продемонстрирую. Террен Гейтсхед, журнал 2.2. И в самом конце... Нет-нет, господи, пора валить, надо валить, выпусти меня, только не здесь, только не здесь. Пожалуйста, как это дело звучит, сделаю чуть погромче, чтобы вам было это дело, ну вы поняли. Кофи Бранд, журнал 2 из 2.
Кельвин Митчелл, второй журнал из двух. Try and get out of this one, Agent West. Oh, what's with the sour face? Nowhere to go. Can't call for help. Loser! What's that noise? More federal vermin. Where is that coming from? This isn't right. I'm in danger of getting stung. I've got to get out of here. Можно, кстати, еще вот эту вот запись поставить. Джозеф Толман. И здесь, возможно, на записи, точнее в ее конце, будет слышно D2. Но это не точно. My hands quiver with excitement at the beauty awaiting me in slumber. What happens to our physical bodies is of little consequence. We have already been martyred in the minds of the lost. Низкий поклон тем людям, которые занимаются звуковым сопровождением в данной игре. Просто низкий поклон в пол, в ноги, как угодно. Сделано великолепно, как по мне. А давайте теперь об этом поговорим. Потому что, об этом стоит поговорить. Звуки довольно неоднозначные. На некоторых из этих звукозаписей вы слышали различные звуки, напоминающие скрежет металла, шаги, да и как бы люди, которые были в этих записях, вели себя довольно стрёмным образом, в том плане, как будто они что-то увидели. Некая затравочка на наземных таргоидов. Плюс, обратите внимание на последнюю запись. Человек уверовал в дальнего бога. Что это, если не внушение, какая-то пси-волна, то, что люди сходят с ума и веруют в дальнего бога. Может быть все что угодно, это фронтиры, но факт есть факт. Звуки, все эти, которые были здесь, будут отдельным файлом в моем телеграм-канале, ссылочка в описании, если хотите послушать именно только лишь это и как-то с этим поиграться в плане ускорить, замедлить, мало ли что у нас там может быть. Но это, конечно же, не все, что было введено в этом обновлении, это лишь затравка, и сразу я ее не увидел. И не услышал, конечно же, потому что просто тупо-напросто прочитал текст и уехал оттуда расстроенный, спасибо подписчику на стриме, который, так сказать, сказал послушать все это дело. Охнули и ахнули там просто все. У нас новый таргоид, и как бы даже уже есть информация о нем в разделе находки, в кодексе ксенологические находочки. Заходим таргоиды-охотники и тадам! Таргоид-охотник коса. Таргоидский корабль предназначен для похищения людей. Поселенцев. То есть как бы и с кораблей, походу, может. Да? Помните эти страшные звуки? Возможно, он к этому причастен. Плюс у него есть такие некоторые челюстюшечки, которые могут вцепляться в корабль. Почему нет? Возможно. Плюс он таскает с собой дронов. Помните, да? Я делал об этом видео. Слив от фронтиров партнерам до выхода 16-го обновления. Это тот самый наш клиент, у которого есть еще и дроны, которые могут все это дело собирать. Давайте-ка поговорим о том, где его искать, как это выглядит и все остальное прочее. Нас интересуют системы, подконтрольные таргоидам. И четвертый нечеловеческий сигнал. Они будут там. Повезло. Этот сигнал недалеко от звезды. Может быть, даже будет что-нибудь нормально видно. Видели? Волна ударила, дошла до меня, и как только дошла, сразу Scan Detected. Они таким образом сканируют. Черт, тут еще циклоп. Но, похоже, мы ему не интересны, и он сваливает. Вот как они выглядят. Видите эти штуки, которые вокруг таргоида? Это и есть те самые дроны-сборщики. Ну а так издалека практически глифа, за исключением передней части, где есть, так сказать, те самые кусачки.
Вот как это говно выглядит. А оно, кстати, наносит не такой, что и большой урон. У меня здесь, если что, 5000 брони. Дают за уничтожение такого целых аж 4,5 миллиона. И вот сейчас видно, как дроны улетают внутрь. Вполне возможно то, что в тех аудиозаписях действительно эта штука работала как, скажем, десантный корабль, а этими клешнями вцеплялась в корабль. Нет, ну это, по крайней мере, просто-напросто логично. Давайте-ка попробуем ее шарахнуть. Да, ракета вырубила мне ФСД. Там еще, правда, циклоп вклянчивается в наш бой. Ну да ладно. И тут падает кое-что новенькое. Остатки защитной мембраны. Ну и, конечно же, ткани этого торгоида тоже можно взять с помощью дрона-исследователя. А еще каким-то чертом эта дрянь может встречаться в системах, где вообще нет торгоидов. Такое было со мной. Я поразвлекался в таком сигнале, уничтожил там 4 или 5 таких кораблей плюс торговецких скаутов, собрал спасательные капсулы, и случилось прекрасно. В системе, где нету торгоидов, меня перехватила эта дрянь и взломала мой грузовой отсек. И забрала это все дело себе. Только вопрос, на кой черт нужно было вводить такого торгоида, если у нас как бы и так перехватчики имели возможность собирать спасательные капсулы с людьми. Они так, собственно, и делали. Эта штука введена не просто так. Если сложить те аудиозаписи и этот корабль новый, то все как бы складывается в единую картину. Но это как я вижу эту историю. Напишите в комментарии, что вы думаете по данному поводу. И да, к сожалению, нету новых кораблей, нету новых пушек, нету новых модулей в Шенрарте Дезера. Мы все это дело, конечно же, проверили. Но есть одна интересная штука, связанная с нашим флотоносцем. Вы раньше могли выставлять определенную цену не выше какого-то там уровня, вроде 500% или 50%. Допустим, я хочу что-то продать из того, что у меня есть. К примеру, ну давайте будет это, скажем, образец ткани торговецкого корабля «Василиск». Теперь я хочу его продать. Но, скажем, не за 500%, а за что-нибудь такое более весомое. Когда я говорю более весомое, я имею в виду гораздо более весомое. Да, продолжаем жать. И еще продолжаем. Вплоть до 10 000% теперь можно делать накрутку. Не, ну чё, хорошо устроились. Вот 16-е обновление вышло, контента особо прям вообще не завезли, скажем так. 17-е обновление, конечно же, будет. Там, наверное, это не точная информация, это мои мысли к концу года. И все, что будет выходить между 16-м обновлением и 17-м, технически будет введено в 16-м обновлении, но на деле в момент выхода ни хрена. Записи, новый торгоид и все. Есть, конечно, слушок по поводу какого-то строения стражи, либо модуля стражи, который появится потом. Но это слухи. Ничего пока не нашли. Слышь, Аркс купи. Ну да, фронтиры вели у нас еще шкурку на нашего командира. Возможно, оно и весело. 3 гига в стиме и 7 гигов в эпике, я не знаю. Никакой даже тебе новостишки в галнете, чтобы ее как-то пообмуслякивать, тоже нету. Обидно. На самом деле реально обидно. А вам? Ждали-то, блин, давно. Посмотрим, что они будут делать на протяжении всего этого времени, с момента выхода 16-го обновления до момента, когда выйдет 17-е. Весело, правда? Сколько интересных возможных историй мы пока что не получили. Salvation у нас умер, но успел, как говорила нам D2, оцифроваться в машину на основе технологии стражи, и типа, может быть, он станет что-то вроде искусственного интеллекта. Или стал уже, мы не знаем, HIP-2246010B, гигантский купол на планете, с которым происходит неизвестно что уже на протяжении года. Никакой информации касательно этого нечто не появлялось, но, может быть, я, конечно, пропустил. Профессор, да, именно профессор.
Профессор Ишмаэль Палин и Ремта до сих пор обмуслякивают, стоя в углу, эту несчастную неопознанную реликвию. На основе ее технологий было сделано что? Правильно. Штука, которая позволяет нам, если я не ошибаюсь, сейчас могу ошибаться, извините, память у меня не железная, видосов много, сканировать торговецкого титана. Могу ошибаться. Либо что-то другое. Сильно не ругайте, если вдруг ошибся. Но суть такова то, что нового толком ничего нету. Одни мысли о великом, смотрим вдаль и все остальное. Даже новое вооружение, которое вводилось на протяжении всего этого времени. Это грубо просто взяли обычную антиинопланетную многостволку, что-то там с ней поковыряли, дали ее от Сириуса, потом поковыряли еще, сделали ее улучшенный вариант свободной продажи через спасательный мегашип, и потом сделали еще одну буквально недавно, типа с улучшенной бронебойностью, так было написано в цели сообщества, а потом, ой, пуксрак, извините, это была ошибка, это просто немножечко усиленный вариант с гайкой на то, чтобы она не перезаряжалась, а шла просто одной лентой. На деле она у нас имеет повышенный урон на 10% и нагрев повышенный на 300%. Ну, блин, ну это просто, это вышка, ребят. Я не знаю, о чем они там думают. Неужели реально всех это дело устраивает? Птичка напела, точнее подписчик на стриме, то, что у одного англоязычного ютубера по элитке Obsidian Art, может быть его знаете, в голосовании проголосовало 60% людей, что они покинули данный проект. Фронтиры поступают максимально странным образом. Ну типа, ну давайте на чистоту. 16 обновление вышло сегодня. Они раздраконивали и раздергивали нас очень долгое время по поводу него. Дали инсайдерскую информацию своим партнерам в пятницу, за несколько дней до выхода обновления по поводу Торгоида. Все это дело выложили, прикольно, классно, супер. 16 числа вышел патчнот по этому обновлению. Никакого перечня того, что они сделали и что будет введено. Типа, чтобы была тайна и некий экспириенс неповторимый, чтобы мы сами все это сделали. Сами все это увидели. При этом дали информацию партнерам. А? Не, ну прикольно. И тот момент, когда выходили интерьеры флотоносцев, а они слили эту информацию задолго до ее выхода и все это дело показали. Давайте-ка запомним так. Когда фронтирам есть что показать, они сразу показывают. Если ничего не показывают, то ни черта и нету. Ждем ближайшую ЦС-ку в этот четверг. Новости Галнета из серии какой-то неизвестный торговецкий корабль крадет людей в космосе. Мы нашли этот корабль. Это дидикант, неважно. Что же там случилось? Ведется расследование. Потом мы обнародовали записи журналов, там какие-то странные звуки. Что же произошло на этом корабле? И так на протяжении, наверное, полугода, да и будет. А у меня на этом все. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео всевозможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.